Микулка М2 на сертифицированном Android TV, включая сертификат Netflix. Наконец-то долгожданная новинка от именитого бренда с мега крутым пультом, еще и с инфракрасной функцией. Но все ли так безоблачно с этим ТВ-боксом? Давайте мы будем разбираться в этом обзоре. Поехали. Итак, смотрите, я его уже снял с тестов, мы его уже даже разбирали. И очень интересный ТВ-бокс по качеству сборки. А знаете почему? Потому что это не видеостронг. Чтобы вы понимали, Микул собирает видеостронг, завод, а это у нас Skyward. Skyward TV, то есть это по сути OEM коробка, которую Микул заказали у Skyward для того, чтобы получить сертификацию Netflix, потому что своими силами они не могут этот сертификат получить на Микул KM6, KM6 Deluxe и на KM6 Classic, на Deluxe и на KD1. Просто не могут, поэтому они заказали просто-напросто OEM. И вы знаете, по качеству сборки это действительно получилась классная коробка. Она не греется, там классная система охлаждения, мы его разберем и покажем в конце обзора, как там все внутри выглядит. Все, конечно же, скрыто под пластинами, чтобы не видно было все внутренности, но бокс действительно получился интересный. У него есть USB 2.0, USB 3.0, разъем для TF-карт, спереди такая вот панелька индикационная, удачная панелька. Есть даже кнопка включения-выключения, что не присуще Микулам. LAN RJ45 на 100 мегабит. HDMI, SPDIF и аудио-видео выход. А также есть вот вход для инфракрасного порта. Но что у нас по сути получилось? Внутри iMlogic S905X2, 2х8, Bluetooth, Wi-Fi, который лупит сумасшедшие 350-370 мегабит на загрузку. Классный Wi-Fi 2,4 ГГц, который лупит больше 120 мегабит на загрузку. LAN RJ45 расстроил, но это стрим-коробка. По сути, здесь даже оверпроизводительность сетевых модулей для ее целей. При этом есть лицензия Dolby, DTS нам получить не удалось. И знаете, что самое неприятное? Это то, что постоянно все показывает в HDR. И тут мне эта коробка напомнила, прям вот очень сильно напомнила, то ли Dynalink, то ли Nokia, либо нечто среднее. Но я вам скажу, платформа одна. Она, как и Dynalink, если вы помните, Dynalink это маленький ТВ-бокс на Y2 процессоре, который тягал 100 гиговые торренты вообще без проблем. И эта коробка тоже тягает 100 гиговые торренты без проблем. Но при этом смотреть вам придется с ручным фреймрейтом, то есть автофреймрейта здесь нет ни в каком виде. Ну, про DTS я уже сказал. К тому же у нас здесь есть пульт. Пульт мега суперовый. Я вам честно скажу, если бы у меня была возможность купить таких пультов, я бы купил. Это, знаете, такой Fusion Chromecast пульта, и я даже не знаю какого. Это такой Chromecast Plus Size, Chromecast XXL. Но пульт, реально, материалы, вообще, да и самой материалы коробки, это такой белый пластик, он матовый. Он не глянцевый, матовый пластик такой, знаете, прикольный. И сам по себе пульт. У него есть инфракрасный порт. У него есть кнопки там быстрого вызова приложений для Android TV. Есть регулировки громкости, переключения каналов. Есть вызов IPTV. Есть кнопка назад, кнопка домик. Есть кнопка избранного, кнопка настроек, кнопка голосового ассистента, кнопка переключения, ну знаете почему вот Chromecast, кнопка переключения входов для телевизоров и есть кнопка включения-выключения. Вот прям с Chromecast вообще большая аналогия. Но при этом даже есть в меню у нас опция настроить инфракрасный режим, который не работает. Просто не работает. Очень обидно стартовать продажи Микулка М2 было с нерабочей функцией инфракрасного пульта. Это обидно. Это обидно и неправильно, потому что это факап. Хотя, допустим, все остальные функции заявленные он выполняет. Сказать, что он что-то не делает, он делает. Но давайте дальше. Из неприятностей. Сторонние пульты, голос не работает. Мы пробовали G20S Pro. Запись на жесткий диск внешний не работает. NVIDIA GeForce Now у меня работает, но вот здесь вот у меня закрадывается такой момент, что я не могу его рекомендовать для NVIDIA GeForce Now. Знаете почему? Потому что когда я делал обзор Микулка M6 Deluxe, у меня там работал NVIDIA GeForce. Мы тестировали долго. И на этой коробке я играл в NVIDIA GeForce Now долго, и в Half-Life 2 я играл, и у меня ничего не вывешивалось. Но у людей на Микулка M6 Deluxe есть проблемы с GeForce Now, а у меня нет. Поэтому я вот сейчас не берусь говорить, что GeForce Now здесь будет работать без проблем. Теперь смотрим все остальное в моем обзоре.
ждем мое резюме, стоит покупать эту коробку или не стоит. Но в описании под видео есть у нас ссылки на проверенных продавцов на этот самый Mikulka M2. И, конечно же, мы должны с вами обсудить комплектацию. Поставлялся он вот такой вот огромной коробке. Вот такой вот огромной коробке. Mikulka M2, синенькая, прикольная коробка. Скажем так, не присущая Микулу. Есть у нас блок питания 12 вольт 1 ампер. При этом это не видеостронговский блок питания. Однозначно, они никогда не комплектовали Микулы этими блоками питания. Это OEM версия. Однозначно. По игровой производительности, в принципе, для Android TV игр хватает. Ну, слушайте, ладно, все, что-то мне опять несут в игровую производительность, хотя это абсолютно нам не нужно. Подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. Ждем основной обзор, ждем разборку и наше резюме, для чего его можно использовать и для чего можно покупать. Переходим. Ну что, традиционный интерфейс Android TV. Ничего нового, примечательного, кроме того, что для Микула новинка — это Netflix. Netflix прям бросается в глаза, потому что первая иконка, да, здесь есть сертификация Netflix 4K HDR с Dolby звуком. Да, в принципе, да. Давайте начнем с вами, посмотрим настроечки для начала. Укажите название устройства, мы видим, что у нас есть трансляция экрана Lip S1, вот так вот. И сразу же проверяем Chromecast, раз уж у нас Chromecast заявлен. Благо мой смартфон поддерживает трансляцию с экрана через Chromecast, имеется в виду не только Miracast, а еще и Chromecast. И с Chromecast вопрос решен, Chromecast работает. Сеть и интернет. К сети интернет вернемся позже. Вы видите, что мы подключены к 5 ГГц, но не все так просто в этом царстве-государстве. Зато с аккаунтами вопросов нет. Вы видите, что у меня есть здесь и Google аккаунт, и Nvidia. Теперь настройка устройства. Об устройстве. Мы видим, что это Lip S1, версия Android 10. Есть у нас обновление системы, но оно не традиционное для Микула. То есть у нас здесь интерфейс не Микул обновление, значит он будет получать обновление. Точно нет Микула. Есть у нас также локальный апдейт через SD-карту. Интересный вопрос. А больше у нас здесь ничего нет. Есть Advanced Options, в которых есть панель управления дисплеем. Мы видим прописанный ключ Netflix. В разделе Display он поддерживает, давайте зайдем, он поддерживает от 480p до 4K 2K SMPTE. Но смотрите, как здесь по-хитрому сделано. Здесь есть дроби. 23976 Full HD, в 4K 23976, 2997, 5994. Так, в принципе, и должно быть. Но, теперь дальше. Нет автофреймрейта. Вообще никакого варианта автофреймрейта нет. То есть мы можем менять только руками, только ручной фреймрейт. Это если вы смотрите кино, зашли сюда, включили, допустим, 4К 23976, смотрите кино, потом переключили обратно. Есть управление глубиной цветности и есть управление профилями цветности. Больше ничего здесь нет. Есть только у нас Screen Position, который позволяет избежать оверскана. Теперь дальше. HDMI цик. HDMI цик работает абсолютно корректно. Выключает, включает в сон из сна. Тут сколько я не гонял, у меня не получалось его вывести из себя. Аудио output. А вот здесь тоже интересный вопрос. Если мы можем выбрать с вами, куда выводить в Line, либо в SPDIF. Line это у нас через HDMI по стру идет. И можем включить Dolby 7.1 канальный звук проброс. То есть если мы его включим, то мы получим в пробросе Dolby 7.1. Но к аудио мы еще вернемся. И вернемся буквально вот в этом меню, в меню звуки, где мы увидим какой-то набор звуков Dolby Digital плюс DTS и AAC. Так вот, я вам скажу сразу. Тесты звуков мы проводили на телевизоре. Почему? Потому что нам было интересно. Мы его подключали к ресиверу, потом мы не поняли сразу. Почему? Потому что нам необходимо было увидеть визуально. И визуально именно вы сейчас видите картинку, не картинку, а видосик о том, что он постоянно работает в Dolby Audio. То есть здесь, во-первых, нет DTS как такового. И постоянно работает в Dolby Audio. При этом Dolby Atmos может быть проброшен в Dolby Digital Plus, то есть он его даунгрейдит, даунсеймплит. Он, в принципе, при включении Dolby Atmos в Dolby Digital Plus включит в Netflix режим Dolby Atmos, и на этом все, в принципе. То есть он будет все равно в 5.1 звук выводить. DTS как такового нет. То есть я вам сразу это уже говорю, на старте звуковых возможностей больше проверять нечего. Все в Dolby. Из хранилища нам доступно 4,5 гигабайт свободного места.
Но если вы заметили, здесь есть еще один пункт интересный. Setup Remote Buttons, Control Volume Power Input. То есть, по сути, это настройка кнопок на пульте. Имеется в виду, что вы можете управлять громкостью не только через ЦИК, кнопка питания и кнопка для выбора источника автоцик. Вы можете добавить устройство. Например, телевизор. Вы нажимаете, пытаетесь добавить устройство, но ничего не произошло. Оно не работает. Данная опция не работает ни на саундбарах, ни на телевизорах, ни на AV-ресиверах. Хотя сам по себе пульт имеет инфракрасный порт. Я вам это уже показывал. То есть мы имеем с этим делом очень такой нехороший резонанс. Возможно, в дальнейших обновлениях они это поправят. Возможно, если они выпустят апдейт, мы обязательно его рассмотрим. Но заявка на победу была. Пока что не получилось. Упали носом на старте, носом в землю зарылись. А это отсутствие автофреймрейт, отсутствие вот этой опции, которую ввели для инфракрасного пульта. Выпустили классный пульт, но не реализовали его. Как-то так получается. Поехали дальше. AIDA 64. И тут мы видим, что у нас производитель Skyward Digital. Skyward. На секундочку. Skyward. Это не Videostrong, это Skyward. А я вам скажу, что такое Skyward. Это по сути... вы знаете, кто такие Skyward, это производители телевизоров, то есть это по сути OEM коробка, которую заказал Micool у Skyward. И вот это вот выпускалось Skybox, я не удивлюсь, если даже у оператора Skybox у немецкого появится он как Skybox, но это не является чистым Micool'ом. Это не является чистым Micool'ом, это не Videostrong, это Skyward Digital. В принципе, есть шанс на то, что они будут поддерживать лучше. Именно таким образом Micool решил получить лицензию Netflix. По-другому они зайти на рынок США с Netflix не могли. Им Netflix не давал на их коробки. И именно из-за того, что туда постоянно портировали какие-то прошивки. ОЗУ здесь 2 гигабайта, 4 гигабайта доступных. Понятное дело. Версия Bluetooth 4+. Центральный процессор это AMLogic S905X2, 4-ядерный 1.8 процессор, который работает в 32-битном режиме, хотя он и сам по себе 4-битный. И все тот же Mali G31 видеоускоритель, ничего нового нам здесь не привнесли. Хотя Wi-Fi сеть у нас показывает 867 мегабит, скорость связи. Это 5 гигагерцовый модуль. Дальше разберем, посмотрим, что там у нас внутри. Android 10 это мы уже поняли. Доступа к температуре нет. И по кодекам все то же самое. VP9 on 2 поддерживает. И AV1 только в программном варианте своей реализации. То есть ли он здесь. AVC, да, вот есть в программном варианте, но он его все равно не декодирует однозначно аппаратно. Сразу же тестируем тест скорости сети, и тест скорости отличный. То есть у нас здесь обалденный Wi-Fi модуль, и это явно не Micool модуль. Когда он даже в аналите выдает 360, 370 на загрузку и 370 на выгрузку в 5 ГГц, это круто. Но у нас есть момент. Когда мы вставляли USB кабель, вот USB устройство, в частности я сторонний пульт вставлял, у нас был момент, когда отвалился и постоянно требовал переподключения. Но данная проблема решилась после того, как мы в роутере поменяли регион на United States. Она решилась либо при выключении потом USB устройства, подключении к сети, включении USB устройства, она не отвалилась и потом уже работала нормально. Такой момент у нас был. Он был единичный. После у нас никаких вопросов в эксплуатации не было, но я обязан вас предупредить о том моменте, который был у нас вот в обзоре возникал. Не в обзоре, а на тестах. Также мы должны с вами проверить 2,4 ГГц. Ну, слушайте, модуль здесь вообще шикарнейший. Для такой коробки это отличный модуль. 2,4 модуль пробуем. И вы знаете, это тоже неплохо. Очень неплохо. Больше 100 мегабит, 120, 100. Это явно не Micool. Micool всегда страдал на 2,4. Всегда. 126 на загрузку. Вау, эффект, конечно, сумасшедший. 50, 60, 62, 3, 4, 7, 8, 70 на выгрузку. Вау, эффект. А вот SLAN RJ45, если мы подключим, тут, конечно же, небольшой фэкапчик. Гигабит был бы в самый раз. Хотя допустим, для стриминговых сервисов, сейчас посмотрим, подключился он или нет. Идем в настройки, все, Ethernet подключился. Гигабитный был бы круто для просмотра торрентов. И
вот эта коробка, это клон Nokia Box. Nokia, это конкретная Nokia. Здесь обыкновенные 100 мегабит, 96, 95 на загрузку. Там сейчас загрузится, никаких тут сюрпризов не может быть. И те же самые 93, 95, 94 на выгрузку. То есть чистая сотка, она абсолютно честная, без вариантов. Слушайте, ну раз уж такое дело, у нас есть еще такая ситуация. Мы не сможем проверить с вами нормально тротлинг-тест, мы не сможем с вами получить доступ к температуре. Нет доступа к температурным датчикам, поэтому ни тротлинг-тест, ни датчика температуры вы в этом тесте не увидите. Но если данный ТВ-бокс прошел сертификацию, то греться он не должен, потому что это одно из условий того, что он должен пройти эту самую сертификацию. Что у нас есть в DRM Info? Бренд Micool, продукт Micool, LimeLogic. Итак, у нас есть с вами поддерживаемый CTS Profile Match поддерживается, CNC ClearK версия 1.2 поддерживается, Google Widevine L1 поддерживается, Microsoft PlayReady DRM поддерживается. Если вы видите здесь, что нет HDCP, то это мы просто его-напросто обошли, потому что, иначе бы мы не смогли записать нормальный экран в хорошем качестве. Если говорить о производительности, допустим, игровой данного ТВ-бокса, то по результатам 3D-марка я могу сказать, что 905X2 здесь показывает результаты лучше, чем 905X3 на ТВ-боксах, допустим, китайских производителей, китайских вендорах. Например, Ice Storm Extreme, он набирает 6019 баллов. Это больше, чем 905X4 даже на новом A95XF4. Вот так вот. А Ice Storm Unlimited максимально. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела, поэтому в производительности для игр он неплох, хотя памяти мало для игр, поэтому будем пробовать, наверное, GeForce Now. И я теперь, тут один момент еще, GeForce Now чуть позже обсудим. И напрягает очень сильно то, что постоянно в HDR интерфейс. Это невероятно напрягает, это очень сильно, отключить его нельзя, при этом сейчас для более продвинутых пользователей я вам могу сказать, что его нельзя даже отключить через Activity Launcher. Напоминает, не правда ли, да, ту же самую Nokia TV Box. Тестируем с вами голосовой поиск. Самый лучший фильм. Голос сработал отлично. Все хорошо. Он нашел его, там, грубо говоря, в источниках каких-то, но голосовой поиск надо менять, ставить старый, потому что в новых он не ищет в сторонних приложениях, которые мы используем для просмотра, допустим, стороннего контента. Но теперь мы должны с вами подключить USB-устройство, в котором будет сторонний пульт G20S Pro, будет жесткий диск. И должны с вами протестировать, работает ли голос на сторонних пультах с этим ТВ-боксом. Для этого мы вытаскиваем батарейки из родного пульта, для того, чтобы все, вот мы на него нажимаем, ничего не происходит, сторонний пульт не работает. Сейчас работает у нас G20S Pro, есть указатель мыши, вот, пожалуйста, нажимаем на голосовой поиск. Самый лучший фильм, нажимаем кнопку «Самый лучший фильм», отпускаем кнопку. Самый лучший фильм. На сторонних пультах голос в данном ТВ-боксе не работает. Как один из вариантов решения проблемы, это держать родной пульт рядом с вашим ТВ-боксом. То есть он будет работать в таком варианте. Сейчас попробуем, подключилось. Кстати, пульт вообще обалденный, он подключается мгновенно вместе с ТВ-боксом, он самоидентифицируется. Самый лучший фильм, то есть он будет просто-напросто лежать рядом, улавливать голос, и таким вот образом у вас будет работать. То есть если вы захотите, пульт с указателем аэромыши. Насчет подключенного жесткого диска мы должны с вами проверить вообще, как он работает, возможно ли нормально, так как здесь у нас нет нормальных доступов к root правам, нет нормально открытой системы, мы должны понимать, что он будет хорошо записывать на этот самый жесткий диск, и не будет такой проблемы, как, допустим, у Micool KM серии. Давайте куда-нибудь в документы запишем какой-нибудь файлик. Нажимаем и нажимаем копировать. Нажимаем ОК. Доступ для записи на карту памяти. Продолжить. No activity found. Open document 3. Нету здесь все-таки доступа к записи. Вот такая вот ситуация. Вот так вот.
Они выпилили отсюда Activity, которая позволяет дать доступ на запись. Поэтому записывать на жесткий диск мы не можем, но мы можем единственное с него просмотреть какие-то тяжелые торренты. Давайте запустим Gemini Man на 70 гигабайт просто в режиме проигрывания. Он проигрывается отлично, 4К 60 FPS. Давайте попробуем просто-напросто сейчас перемотать куда-нибудь. Да, он воспроизводится отлично. Давайте в стороннем плеере попробуем. В стандартной штатной галерее тоже воспроизводится. То есть мы делаем вывод, что с жесткого диска мы можем прочитать, мы можем проиграть любой контент, любой тяжелый контент. Мы проигрываем сейчас фильм с него на 60, на 70 гигабайт. Тут как бы у нас вопросов нет, но получается ситуация, что мы на него не можем записывать. То есть мы не можем здесь торрент-качалку сделать, мы не можем на него ничего записать, потому что просто тупо выпилена Activity для записи, для разрешения записи на этот самый TV-бокс. Это проблема. Ну, раз уж тема пошла насчет мультимедийных возможностей, то, пожалуйста, мы включаем Netflix. Вы видите сейчас видосик, как у нас Netflix проигрывается 4К HDR с 5.1 звуком. Он пишет 5.1 и Atmos пишет, но там у нас даунсэмплинг. Ну вот мы сейчас включили его здесь вживую. Сейчас он идет, у нас HD 5.1 показывает. А вот, кстати, Ultra HD 4К 5.1. Просто у меня сейчас не HDR рекордер, поэтому в HDR мы не можем вам показать, но Netflix здесь работает. Это чистая лицензия, это чистая сертификация Netflix. Давайте какую-то светлую сцену. Пожалуйста. С Netflix проблем нет. Для тех, кто хотел Netflix от Микул, пожалуйста. Ну, как-то сомнительно для меня получается такое приобретение посредством потери функциональности. То же самое касается 4К каналов IPTV. Они проигрываются без замечаний. Смотрите, вот я сразу иду 4К, мы включаем сразу же первый канал, вот, который попадется нам 4К, он начинает проигрываться, и мы без монтажа начинаем переключать вот эти самые программы. Благо пульт у нас, кстати, отличный, вот эти очень удобные кнопки. Давайте, вот мы переключаем опять, видите, как быстро переключается. Поток вытягивает, он его декодирует, никаких затыков с 4К каналами, вопросов нет, можем туда, обратно, вот этого нет. Но опять же, для того, чтобы смотреть 4К каналы, ну, допустим, IPTV правильно, вам необходимо будет установить 50 Гц изначальное разрешение, иначе вы получите джодер. Если вы хотите смотреть YouTube HDR, то да, он поддерживает декодирование HDR, которое абсолютно бесполезно, потому что у вас и так весь интерфейс идет в HDR. Это однозначно. Смотрите, включаем 4К 60 FPS наш ролик, ну ту же самую дикую реку, на которой Mi Box вообще вытормаживается, если уж сравнивать с Mi Box. Включилось, давайте поднастроим качество, ставим качество 4К, ставим жучка и перезагружаем, чтобы сбросить счетчик дропов на наши манипуляции с интерфейсом. Вот вы видите, 4К стартануло, 0 дропов. Вы видите сейчас VP9, но вот вам, пожалуйста, еще одна картиночка, где есть VP9.2, SMTE 2084, то есть цветовое пространство. И это HDR, он декодирует HDR, но воспроизводит как воспроизводит. Тут уж, ребят, простите, не наша прихоть того, что он все в HDR гонит. 5800 фреймов и 0 дропов, поэтому с YouTube данная приставочка справляется отлично, но вы не получите автофреймрейт ни в этом YouTube, ни в SmartTube Next, как бы вы не хотели, его здесь не будет. А вот что же у нас насчет торрентов? Мы используем TorServe Matrix, предпоследней версии, даже не обновляли до последней, и используем Vimeo. Ну, кстати, Vimeo тоже для тех, кто не верит, что здесь нет автофреймрейт от Google API, все знают, как это проверить. Заходим в Vimeo, давайте в опции, в диагностику, и мы видим, что у нас есть только одно доступное разрешение. Это разрешение нашего интерфейса в 1920 на 1080 5994. То есть переключиться ни во что другое он не может. Вот как-то так. Давайте с вами выходим и пробуем включить очень тяжелый торрент онлайн. То есть мы будем проигрывать онлайн. При этом я думаю, что нам лучше... О, обновление прилетело. Знаете, насчет NUM существует шутка в чатах. Некоторые люди заходят и спрашивают, а сегодня обновление NUM уже было? Так, давайте мы с вами произведем поиск. Произведем поиск моего любимого аватара. Аватар мы используем... кстати, давайте проверим через голос. Аватар.
Потому что, ну, голос все-таки удобнее на Android TV платформе через голос это делать. Слушайте, очень шустрая приставка. Очень шустрая в плане того, что все работает классно, именно вообще без затыков. Где наш там 100-гиговый торрент? Стартуем 100-гиговый торрент, добавить играть и обязательно через Vimeo Media Player. Ни о каком Dolby Vision здесь речь идти не может вообще. То есть можете забыть, Dolby Vision здесь нет, мы проверяли. Все это тестируем через Vimeo Media Player. Соточка пошел. Знаете, такой получается Nokia, Dynalink, вот что-то среднее между ними. Он тягает тяжелые торренты. У него постоянный HDR, у него классный пульт, который не до конца реализован, к сожалению. Есть какие-то кнопочки симпатичные, которые не до конца работают. Ну, понятное дело, что все эти кнопки по вызову там, не пугайтесь, это он не завис, черный экран, это не завис, это так в аватаре вступление идет, там сейчас музыка. И вот оно идет наш фильм, тут как бы вообще вопросов нет. Пускай поиграет, стартовый буфер пройдет, а потом уже с вами будем понимать, насколько он хорошо проигрывает этот самый торрент. Да вообще проигрывается, вопросов нет, он тягает тяжелые торренты. А давайте попробуем еще и перемоточку на нем тяжелые. Dynalink, например, тягал тяжелые торренты с перемоткой. И, кстати, Nokia в том числе. Давайте попробуем. Включаем перемотку, ждем. Замерли, и что-то включилось. Сейчас идет, по идее, буферизация. Да, он мотает тяжелые торренты. Соточку мотает на 905X2 процессоре. Кстати, 905X2 всегда был холодным процессором. Всегда был холоднее, чем 905X3. Мне нравился всегда больше. То есть он тягает тяжелые торренты. Выходим. На этот счет тут все в огнях. Больше нам из мультимедиа проверять как бы нечего, слишком уж ограничен он в своем функционале. Давайте немножечко с вами поиграем. Поиграем в нечто тяжелое через геймпад. Геймпад советую брать. Геймпад у нас единственное подошел GameSear G4 Pro в режиме совместимости с Xbox 360. То есть здесь не со всеми геймпадами будет вопрос. Если, вернее, не со всеми геймпадами будет совместимость, если вы не используете геймпады мультиплатформенные, кроссплатформенные. Ну что, Riptide GP или Raptide, как его называют, очень достаточно такая тяжелая игра именно для ТВ-боксов, потому что он их прогревает хорошо. Здесь много визуальных эффектов, и он с ней справляется практически идеально. Давай, повернули. Обожаю эту игру. У меня там есть там, где я почти ее прошел, сохранить сейф, но, к сожалению, забросил, ибо на игры нет времени. Мои зрители ждут обзоры новых коробок. Давайте. Слушайте, это есть. Она слишком легка, по-моему, для этого ТВ-бокса. Чересчур легка. Давайте мы другой вариант попробуем. Во-первых, отключим LAN RJ45. Ладно, с Raptide понятно. Давайте попробуем GeForce Now. Тут такой момент. Дело в том, что когда я тестировал Mikulka M6 Deluxe и играл на нем в GeForce Now, у меня с ним проблем не было. И их нет до сих пор. Но в нашем чате по Mikulka M6, кстати, ссылочка на чат по Микулам есть в описании под видео. Заходите, там общаются по Микулам очень много людей. И вот у меня до сих пор там нет проблем по Mikulka M6. Сколько я не играю, ничего не виснет. Mikulka M2 я сейчас тоже играл. Я прошел даже тех ненавистных мне волчков, которые, ну, многие знают, что я на них застрял и использую только на тестах. Чисто вот просто, чтобы меня надо мной издевались волчки. Так, давай, загружайся. Загрузилась. Поехали. Очередные волчки будут делать мне больно. И при этом у меня даже вот сейчас, не даже сейчас, а в этом Mikulka M2 тоже вопросов не было, как и в Mikulka M6 Deluxe. Я даже не знаю, как мне рекомендовать ее для GeForce Now. Не рекомендовать. Играю все с тем же геймпадом. У меня это происходит идеально. Что на той коробке, что на той коробке. Могу даже в онлайне показать, как это все работает, и без всяких зависаний. То есть у меня не выдает никаких проблем с пингом. А ну давайте, сейчас волчки пойдут. Сейчас они меня растерзают. Давайте, где эти волчки? Так, у ворот. Блин, попал я в него? Попал? Ну... Да ну блин, ну что это такое? Как там уворачиваться? Я сегодня изучал, как уворачиваться. Где они? Да что ты будешь делать? Волчки!
И все-таки у меня он работает, но при этом я не могу конкретно четко сказать, что он классен для GeForce Now, потому что на Mikulka M6 Deluxe у меня тоже работает, а у людей нет. Давайте следующий заход еще разок, может быть пройду этих долбанных волчков и будем уже его разбирать, этот самый Mikulka M2, и смотреть, что у него внутри, в кишочечках. Давай. Где тут этот волчок? Да блин, твою мать, Акела промахнулся. Я в него попал? Меня сзади догнали, по-моему. Все, короче, меня сейчас все опять съедают. Какую букву Y? Все, мне, короче, все, жопа. Жопа, ребята, мне жопа. Все, короче, съели. Ну, у меня GeForce Now работает. Вот работает, ну хоть убей. Не знаю я, что мне делать, чтобы оно не работало. Все, выключаемся, переходим, разбираем, а потом резюмируем данный ТВ-бокс. Ну что, подразберем. Смотрите, как интересно пишут. 12 вольт, 1 ампер. Dolby Audio на коробке. Ну-то ладно. Давайте посмотрим, что у нас, во-первых, как ее разобрать, интересно, можно. Что у нас под резинками? Под резинками у нас ожидаемо. При этом винтики как-то несимметрично. Здесь есть какое-то отверстие. Потом разберем, посмотрим, что там. Да, винтики глубокие, поэтому просто отверткой не получится. Короткой насадкой. Ну что, раскрутили вроде бы. Так, смотрите, открывается она в край хреново, потому что у нас есть защелки. Без знания, куда необходимо надавить в определенных местах, хрен вы ее разберете. Охлаждение сделано охренительно. Через вот такая вот у нас есть вот такой вот радиатор сверху, вернее, закрыт пластина, через термоинтерфейс передается на верхнюю пластину. То есть как бы с охладом здесь вообще полный порядок. Попробуем ее снять. Сзади у нас тоже, как мы видим. Интересно все. Слушайте, ну дальше разбирать не буду, потому что по сути я поврежу конструкцию. Все скрыто от глаз мирских. Интересный момент. Но я удовлетворил свое любопытство, то что очень классно сделан охлад. Слушайте, они даже Wi-Fi модуль закрыли. Неплохая платка, да? Нормально. Слушайте, можно спокойно, аппаратно можно брать. Собираем. Слушайте, готов проходить, резюмировать данное действие. Переходим. А по выводам я скажу вам так. ТВ-бокс получился неплохой. Если он получит HDR фикс, чтобы не было постоянного HDR, а HDR включался только от контента. Если в нем допилят инфракрасную опцию, ну я уже не говорю об автофреймрейте, я не верю, что он там появится, то это будет вообще топ-коробка, и Mi Box она, откровенно говоря, порвет на долгие годы вперед. Но на текущий момент сказать, что это топ-коробка, я не могу. Это обыкновенный сертифицированный Android TV, такой как Dynalink, как Nokia Streambox, как еще очень много, или, допустим, как тот же самый Verizon, да, Verizon, он тоже безликий, без автофреймрейта, просто вот коробка на Android TV с Netflix, но, правда, он проигрывает все, что ему подсовываешь. 4К телевидение, 4К фильмы, торренты онлайн, он проигрывает 4К YouTube без проблем, поэтому, если вы не хотите автофреймрейт, не ищете автофреймрейт и не горите желанием подключать сторонние пульты, то эта коробка выполняет свои функциональные обязанности, скажем так, на 100%. И мы ее можем в этом плане рекомендовать. Но в целом, как полноценный ТВ-бокс с автофреймрейтом, с DTS, со всеми плюшками, эта коробка вам не подойдет. И мы об этом должны были сказать. И если нравится, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.